Все, забирай свою игрушку. Не будешь начинать с цветочка? Вот чудный цветочек расцвел, Мила называется. Сейчас. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две орхидеи, которые приобрела в Леруа Мерлен, улица Доватора, город Ростов-на-Дону. В этом году была последняя поставка. Теперь привезут орхидеи только после Нового года и где-то ближе к середине января. И, конечно, хотелось приобрести что-то совсем эксклюзивное. И, о счастье, мне просто повезло. Ссылку на обзор поставки вы найдете в правом верхнем углу экрана. Ну, а я купила две орхидеи. Одна орхидея пилорик. Чаще их называют мутантами, но мне больше нравится говорить, что эта орхидея цветет как тюльпанчик с двумя закрытыми лепестками. А вторая орхидея, конечно, это бабочка. И поймать бабочку в поставке в сетевом магазине – это невероятная удача. Но говорят, что под Новый год мечты сбываются. Вот моя мечта сбылась. На горшочках нет названий. Но наверняка у этих двух орхидей есть какие-то свои неповторимые имена. Но мне они неизвестны. И вот что же делать с орхидеями, когда сейчас у всех так много предновогодних хлопот? Расскажу вкратце, потому что не у всех перед Новым годом найдется время смотреть длинное видео. Листики протираем любым калийным мылом для цветов. Сухие корешки, которые находятся вверху горшка, или даже за горшком, все обрезаем. Если корни сухие, а у этих двух орхидей корни сухие, и даже грунт подсох, вообще поставка была вот в плане корней просто великолепная, то поливаем по краю горшка. И пока отмечаем новогодние праздники, ставим орхидеи на карантин и не трогаем. Даем им адаптироваться, только полив, если он нужен, если корни стали серебристыми и просохли. Есть подробные видео об обработке орхидей, но ссылку я оставлю на плейлист, потому что даже к Новому году многие получат в подарок орхидею. И там первые несколько видео как раз для новичков. Как обработать орхидею, что с ней надо делать, что не нужно делать. Ну, сразу скажу, разбирать не нужно орхидею, пересаживать не нужно орхидею. Но оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. И обязательно под видео. Так что проходите, смотрите и не трогайте пока свои орхидеи. Пусть они адаптируются, радуют вас своим цветением. Эти обе орхидеи не сбросили ни одного бутона. Вот смотрите, даже если вылетает грибной комарик, и я его случайно поймала, то не стоит сейчас волноваться именно об этом. Если грунт в горшках у орхидей будет просыхать, то грибные комарики погибнут сами собой, не успев отложить личинки. А эти две орхидеи не сбросили ни одного бутона. И я жду, когда распустится у пилорика бутон, чтобы посмотреть, с
какой пилоричностью откроется следующий бутон. Ну а здесь тоже есть 2 бутончика. И эти 2 бутона тоже откроются. Она не сбросит их. Но здесь полная мутация бабочки. Надеюсь, что и следующее цветение будет такое же. У меня распустилась сейчас бабочка, которую я поймала точно так же в прошлом году на 8 марта. Я ее даже пересадить не успела. Очень красивая бабочка. Когда распустится вся веточка, я вам обязательно ее покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.